Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Приехала на рынок со старшим своим сыном. Ходим, смотрим. Купили персики. Подожди, это абрикосы. Абрикосы. Покажи пакетик. 120 лир стоит. Крупные абрикосы. Сейчас ищем черешню, дыню, арбуз. Арбуз хотим купить без косточек. Смотри, какая дыня хорошая. По 30 лир. Не хочешь? Так как сегодня я не одна, со старшим сыном, можно покупать уже и тяжеленькое. Он поможет. Не хочешь дынь? Хорошо, пойдем тогда арбузик купим. Овощи, кстати, вот здесь я всегда беру зелень. Давай вот здесь вот зелень купим. Здесь есть и вот обязательно и мяту купим, и петрушку купим. И здесь есть щавель. Самое главное. Смотрите, сколько зелени. По 60, по 50 салат, по 70 салат, по 70 вот такой вот айсберг. Марул. Марул называется. А, нет. Как он называется? Забыла. По-турецки забыла, как называется. Вот этот марул называется, да. Капуста, укроп. О, смотрите, базилик есть. А вот это щавель вроде бы. В общем, будем брать сейчас. Bu şavil mi? Evet. Bir tane şavil. Укроп. Нане, петрушка. Вот так вот и разговариваем. Уже знают все русский язык тут. Что? Так, берем черешню по 100 лир килограмм. Взяли на 180 зеленушки, на 180 лир. И вот такой кудрявый салат, и укроп, и петрушка, и мята, и щавель. Представляете, да? Вся зелень вышла на 185 лир. Вот, по 100 лир черешни. Говорит, пойдем. Да, пойдем. Виноград сейчас вот по 100 лир. Да, у нас бы было это очень дорого. Ой. Еще вот это, кстати, я тоже люблю. Фасоль стручковая. Виноградик продают, смотрите, по 200 лир. Клубничка. Помидоры 25. Бананы по 60. Бананы, кстати, тоже вкусные. Сейчас бананы можно купить. У меня дочка грушу просила, но здесь почему-то мелкие груши только по 100 лир. Надо что-то покрупнее найти. Картошечка по 50, новый урожай, видать. По 30 помидоры. Орешки продают. Персики 80 лир. 40 лир помидоры. 20 лир огурцы. Цены разные на рынке, поэтому нужно всегда ходить. Сначала нужно пройтись по рынку, и потом уже понять, где, ну, как бы не совсем дорого, не завысили цены. Вот здесь очень много зелени тоже иногда покупаю я там. Но вот красную раньше, кудрявый салат красный покупала, он немножко такой кисленький, поэтому сейчас вот купила зеленый. Вот. Клубника уже все, не сезон. Она уже не такая вкусная. Вот. Но она круглый год продается. Поэтому клубника. Вот бананы надо взять. Давай бананы возьмем вот у этого. Видно, что хорошие. Вот такие я люблю. Толстенькие. Вот с этой стороны. Вот такие. Вот такие хорошие. Смотрите, какой арбуз. Так еще запах пахнет вообще. Но мы не дотянем, наверное, это домой. Чекридексис хочу, они немножко поменьше, такие темно-зеленые. Вот, вообще за 50 муф мы купили за 65, но они такие чистенькие, крупные. Вот, дальше идем, в общем. Здесь прям в середине почему-то продают, смотри, цветы, растения. Кто, интересно, на рынке растения покупает? Что, второй раз уже поражаюсь. Вот эти плоские очень вкусные, конечно, можно купить. Плоские нектарины. Ой, абрикосы. Вот они жесткие, только это меня останавливает. Хочется помягче что-то. Это нектарины. Очень, кстати, тоже люблю я нектарины. Но они тоже жесткие. Вот это вот, конечно, помягче, но они не такие крупные и не такие красивые на вид. Как будто недоспелые. А? Такое, сливу. Давай сливу возьмем.
Почему? Здесь прям черная по 75. Хорошая. Не нравится? Попробуем, наверное. Я думаю, она хорошая. Да, мягкая, хорошая. Возьмем? Нашли арбуз чикердексис. Езермис есть там целый на 128 лир получается. Килограмм за 20 лир. Так, ну что, затарились. Арбуз купили. Дома, наверное, покажу, что я еще купила. В общем, очень быстро сегодня со старшим сыном. Хорошо, быстро очень получилось. Так, ну что, то, что мы купили, вот на столе сейчас. Бананы взяли по 65. Вот эти вот персики по 100. Очень мягкие, очень, вот именно мягкие искала. Они очень, кстати, сладкие. Грушу все-таки нашли. Вот, Азалия просила. Тоже что-то в районе 80 лир, что ли. Зелень это я уже вам показывала. Клубнику по 200 лир взяли. Все-таки у меня старший сын попросил. Вот, черешню показывала. Вот про этот зеленый кудрявый салат я рассказывала. Сливу еще взяли. Мягкую. Тоже старший сын попросил. Я взяла еще по 80 лир. Вот такой вот крупный свекла взяла, короче. Крупную свеклу взяла. И помидор тоже крупный взяла, потому что вот такой вот крупный помидор здесь у нас в лавках особо не видно. Взяла двух разных видов, просто как бы красный и розовый взяла. Это так, знаете, чисто не для салатов, а именно кушать. Вот, ну, в принципе, покупочки хорошие. У меня всю дорогу сын говорил, ну ведь вот это точно не купишь у нас в городе родном. Вот за такую стоимость же точно вот это вот не возьмешь. Всю дорогу так говорил. Редко ходит на рынок, поэтому удивление у него сегодня было такое. Ну и что, друзья, сводила я детей в бассейн. Пошла сейчас в магазин, как всегда, за курочкой. Вот, очень быстро продукты заканчиваются. Езжу я всегда на своем электровелосипеде. По такой жаре, по-другому никак. Кстати, грядет жара, 36 градусов обещают. Сейчас будут ветра, скорее всего, потому что, когда меняется температура, всегда и появляется ветер. Приехала я в Carrefour. Короче, буду есть, просто смотреть по продуктам, что можно купить. Арбузик, смотрите, какой маленький, по 9 лир за килограмм, да? Или что это? Да, мини 9 написано. Но мы сегодня уже купили. Дыня 49 вижу. Здесь тоже 24. 99 это бананы написано. В Carrefour что я обычно покупаю? Так, а здесь спаржа была, но теперь я ее не вижу. Овощи и фрукты очень такие помятые, поэтому здесь ничего не возьму. Рыбку уже разобрали, к вечеру она не остается. Из молочки, там вот таких вот продуктов тоже я редко что беру, но, наверное, попробуем каррефурскую колбасу. Давно хотела попробовать ее. Такая же интересная она. Острая, вот это, именно вот Carrefour написано, которая. Рискнем. 198 лир. Обычно такая колбаса в Турции очень, так сказать, очень. Это еще мягко сказано, невкусная бывает. Какая-то вот такая сарделька, 399 лир, представляете? Ну вот, попробуем это. Вот это очень похоже на наши какие-то там колбаски, но они, знаете, после них очень сильная изжога, я не знаю, из чего она делается, 89 лир стоит. Ну и вот такие нарезки, более-менее что-то похожее на наши колбасы. Вот в Мигросе можно взять колбаски, сосиски, они русаковские называются, они более-менее похожи. Что можно найти еще в Каррефуре? Можно найти мороженое, которое мы, в принципе, все любим, пломбир. Что-то пока не вижу. Может быть, она здесь. Здесь мороженое килограммовое продается по 250 лир за 500 грамм.
Пломбира я не вижу. Но он здесь был в стаканчиках. Может быть, просто не привезли. Здесь вот мидии продают. Пожалуйста. По 199. Вот. Газировки я в последнее время тоже не беру, но люблю я газировку Швепс. Мандариновую. Если и беру, то ее. Что еще? Бывает иногда вот здесь вот акции интересные. Вот, например, Емурта 99 можно взять. Так езжу, как бы набираю, да, то, что надо. Можно вот взять за 99. Почему нет? Емурта М-ка. Наверное, возьму. Мясо в Карфуре не свежак, поэтому не очень. Куриц больших тоже не вижу. Обычно здесь стоит касап и их разделывает. Вот, но сегодня нету. А так может нарезать вам целую курицу, так как вы хотите. Вот в Карфуре как бы вот эта вот рыбка, а курочку могут нарезать. Можно еще набрать макарошек каких-нибудь. Так, Барилла не по акции. Вот. В принципе, пару видов макарошек, наверное, еще я возьму. Гречка. Посмотрим здесь, сколько стоит. Потому что раньше гречка здесь тоже была. Ага, 180, смотрите, за килограмм. Ну, бывает иногда в Мигросе скидка на гречку, там я и беру. Вот, за 180 не буду брать. Что еще в Мигросе, в Карфуре? Вот это вот, кстати, смотрите, литр оливкового масла по акции можно взять. Но когда встанете на кассу, обязательно все переспросите, реально ли по акции, прошло ли нет. Часто бывает, не проходит. Ну, пожалуй, наверное, вот все, что я возьму здесь. Зашла в БИМ, мой любимый магазин. Хочу показать, смотрите, вот видите, камели, да? Раньше зеленое тоже здесь было. Стоит 359, то есть другие они 279. Вот, а вот такая вот литровая стоит 359 обычно. Вот, и я как бы в Карфуре за 300 взяла. На кассе спросила, действительно сказали 300. Потом вот этот вот рис я всегда здесь покупаю, но он у меня еще есть. 2,5 килограмма 199, стоит килограмм 85. Он очень классный, вот рассыпчатый получается для пилав, как говорится. В Турции вообще прям идеально подходит. Остальные тоже вот такой крупный, хороший, да, рис. Но вот, например, вот это тоже, да, длиннозерновой, но он ведет себя по-другому совсем, на вкус тоже другой. Этот прям очень вкусный. Иногда в БИМе у нас, вот, ну это, наверное, в других БИМах тоже есть, вот такие стойки. Здесь бывают очень такие хорошие акции. Вот, например, я нашла, смотрите, 2 пакета Несквик по 600 грамм. У нас сейчас как раз дома дети лежат, я возьму. 175 лир всего лишь, получается. Килограмм 300 грамм. Так, смотрите, то, что я покупаю. По 5 лир вот такие вот вкусняшки, они мне напоминают Твикс. Нашла еще вот такой вот бискалата со скидочкой. Очень необычный белый шоколад с лимоном. Хочется попробовать. Потом взяла вот такой вот, редко встретишь здесь вот такую штуку, тоже недорого стоит. Типа вафельки внутри с кремом. Попробуем. Молоко 55 лир и вот такой вот 650 миллилитров. И для душа 129 лир. Тоже это недорого. Ну и моя любимая курица продается вот здесь вот. В Манаве. Таучжулок написано рядом с ТЗ Экспресс. Ну, сначала, наверное, зайду быстренько в ТЗ Экспресс, посмотрю, что там есть, что привезли. Тут всегда продукты для русскоговорящих. Мало ли, вдруг что-то понравится. Всегда свежие фрукты, овощи. Так, здесь мне нравится вот эта вот кукурузка. Она, кстати, 320 грамм. Так, подождите, не бурджу. Я беру не бурджу за 105, я всегда беру тат. Вот, она мне нравится. 63. Дешевле. Вот. И здесь можно приобрести вот такие вот
листья нори для того, чтобы сделать роллы. 10 штук написано. Кокосовое молоко кто-то использует. Здесь даже вот папайя, сироп папайя написано есть. Корны всякие. Вот, гречка. 500 грамм 82. Даже дешевле, чем в этом. Там получается килограмм, да, наверное, 180. И я здесь беру вот эту вот рисовую лапшу, но что-то на последнее время что-то очень как-то дорого стоит. Вот. Вот такие вот всякие чипсики есть по 40 лир. Я уже взяла в Каррефуре, покажу потом какие. Шоколад воздушный, да, у нас здесь в Турции. Нету, видите, домашняя горчица написано, кетчуп написано, вот, пожалуйста, кому надо. Помидорки вот такие вот, смотрите, 185 лир. Вот. Ну и здесь вот колбасы. В принципе, те же самые, что и в Мигросе продают. Русаковская называется. Вот она. В Мигросе тоже. В Мигросе даже дешевле, как будто чуть-чуть цена. Вот докторская, Русаковская, да, вот. И вот такая вот. Валет написано. Тут же есть вот сметана. Кому надо, видите, сметана прям написано. Олба фирма. Кстати, это, оказывается, в Селевке все делается. Творог, сметана, Олба. Представляете, тут, где мы живем, делается. Потом я люблю вот эти вот сосиски молочные. Тоже покупаю их. Здесь 450 грамм, смотрите. Я покупаю 200 грамм в этом Мигросе за 199 лир. В общем, вот такие действительно... Что-то подождите, как будто бы здесь 200 грамм. Да, 268 грамм. Странно. Тут написано 345. В общем, вот такие молочные, именно с сютлю написано. Люблю я. Кто любит тоже вот такие вот продукты здесь продают. Смотрите, квас Папа Карло. Тоже 134. Морковка острая. Капусточка есть. Потом вот такие вот филе. Фюме. То есть, в принципе, то, что мы покупаем обычно, да? Нарезанное уже фюме написано. Вот, пожалуйста, за 275 есть цельное. Ну, вот я про это. Вот, видите, хинди фюме написано. Здесь 50 грамм 34, а здесь 320 грамм сразу. Но здесь пилич, а вот хинди тоже есть. То есть, если, например, хочется взять сразу большой кусок, вот, пожалуйста. Это пилич. Вот это, наверное, тоже пилич. Ну, короче, здесь и хинди фюме тоже есть. Крабовые палочки тоже, пожалуйста. Ну, такой как бы более для русскоговорящих магазинчик. И здесь мне нравятся вот сыры всякие есть. Можно купить. Президент вот я взяла. Последний раз здесь брала. Разные здесь сыры тоже, да, каймак там. То, что как бы нам всем нравится. И не знаю, привезли, нет, мне здесь понравился сыр. Было написано чечу. Так, как тут открывается. Вот. Лобны, кстати. Ну, он, в принципе, есть. Не вижу сыр, короче. Чечу было написано, не вижу теперь его. Как бы это такие турецкие сыры уж. Сгущенка есть, вот. В принципе, она тоже есть в этом, в Мигросе. Но здесь был сыр вкусный. Наподобие вот такого, но было написано чечо. Что-то не вижу. Очень вкусный, очень понравился мне. Сейчас, видать, нет. В общем, вот такие вот продукты можно здесь приобрести. Ну что, затаренная в хлам. Еду домой. Короче, что купил? Давайте по порядку. Скажу, курица сколько стоит. Здесь отдельные части курицы стоят по-разному. Например, вот канат, ну, это крылышки, да? Я взяла 500 грамм, 230 лир стоит. На 136 лир полкилограмма, ну, больше полкилограмма выше.
Вот такой вот соус дают замариновать. Я это все дома мариную. Ляжки, конечно, тоже, как и везде, наверное, не так дорого. 105 всего лишь, да? Разница какая? 105 лир за килограмм ляжек. Вот таких вот. Ну, считай, если сейчас лира где-то, 170 рублей получается за килограмм, если в рубли переводить. Филе, так, получается 230, да, крылышки, 195 филе, значит, самые дорогие крылышки. Филе 195. Но я беру не в магазине, там в магазине в Бине, в Шоке, может быть, сетевых дешевле даже. Я всегда беру только у них, потому что уже в сетевых невозможно есть. Про колбасу говорила, показывала. Вот такую приправку взяла. Кори очень люблю как раз курицы. Ну, не только добавлять. Так, про это оливковое масло я вам рассказала, да. Вот в последнее время подсела вот на такие чипсы. Обожаю. Они из кукурузы. Немного остренько сладкий соус. Доритос очень люблю, не знаю, прям советую, попробуйте. Есть разные, конечно, там вкусы, есть еще там острые, наподобие. Но вот эти именно такой кисло-сладкий вкус, реально очень вкусный, с лаймом. Попробуйте. Хлебушек взяла там же, где продают курицу, очень люблю вот этот хлеб именно, рядом с ТЗ Экспресс, вот такой вот. Очень вкусный. Взяла еще дополнительно в Каруфуре вот такой хлеб. Это для тостов для детей. Так, все остальное вроде вот это я уже вам показала. Несквик взяла, да, сейчас детям буду. Еще я заехала, перец взяла. Завтра хочу перец приготовить в духовке красный. Килограмм 75. Сегодня на рынке не успела купить. Я видела там за 60 было. Вот, все остальное еще вот это, да, кстати, не показала. Люблю вот такую каррефуровскую бумагу для запекания. Всегда беру всего лишь 37 дней. Макароны уж и яйца купила. Вот, в принципе, моя покупочка. Ну что, как считаете по ценам вообще? Нормально, нет? Как у вас по сравнению с нами? Расскажите. Сейчас буду готовить кушать. В принципе, у меня уже вот здесь вот в обед я приготовила креветочки. Я нашла у себя креветки, представляете, залежались. Вот, в обед мы уже покушали, это уже сейчас сделаю гарнир, кому-то осталось. Ну, это, наверное, уж мужу, конечно же, сделаю отдельно гарнир. Кстати, давно хотела показать, я же все-таки заказала сковородки. Наконец-то пришли мои любимые сковородки. Это тоже уже грязненькое, но все же покажу. Вот с таким дном. Я, конечно, в шоке, друзья. И эта сковородка с таким же дном, видите, покрытие какое. И здесь. Я, конечно, в шоке. Я никогда в жизни такие сковородки не видела. Вот честно. Скользит еда как по маслу, даже если масло не добавлять. Я очень в шоке, наверное, все-таки то, что качество корейское, да, я говорила, я люблю интернет-магазин Atomy. Там я и заказала. Как только в Турции появились эти сковородки, в России они появились еще раньше. Вот, кому надо, там ссылочки я оставила на эти магазины, кому надо, могу подсказать, зарегистрировать, да, то есть я консультант и партнер Atomy, именно компании этой южнокорейской. Вот, поэтому кому надо, пишите в личку, но честно, я давно хотела поделиться. Кстати, вот эта вот штука убирается, если, например, нужно будет в духовку откручиваться, убирается спокойно. Вот такая вот ручка очень красивая. Ну, вот это вот покрытие я давно искала, честно. Хочу пару слов сказать по поводу этого. Я вот веду каналы, получается, помимо этого еще очень много каналов у меня, по ссылке тоже можете посмотреть. И есть канал «Простые рецепты», где я кушать готовлю. Я всегда брала сковородки хорошие, но всегда мечтала. Немецкое качество, смотрела по ценам, около 20 тысяч рублей стоит. Пыталась даже заказать, но что-то как-то прям думаю, а вдруг не дойдет. И поэтому все откладывала, и они как раз-таки вот с таким покрытием были. Я всегда вот у таких больших миллионников каналов, кто вот готовит кушать, видела вот эти вот сковородки, прям хотелось мне. Я вот прям понимала, что они вот классные. Видели, наверное, прям жарят вот на таком именно покрытии, такие вот ромбики, да. И вот когда я попробовала, это просто, я никогда в жизни такой сковородки не видела. Ну а для таких людей, кто постоянно готовит, у кого есть много детей, большая семья,
Это просто кайф, друзья. Это так выручает. А когда мои даже мальчики, да, муж, старший сын становятся мыть эту сковородку, они кайфуют, они говорят, это просто, говорит, нечто. То есть вся семья оценила, и действительно очень качество хорошее. Вот хотела поделиться, говорила, что поделюсь, когда придут. Вот. Прям это бомба, это бомба. И, кстати, стоит что-то где-то 2000 лир здесь. Наверное, 3000 с чем-то, может быть, 4000 где-то на российском сайте, наверное, будет. Но у меня, получается, крышки были свои. Я говорю, я здесь покупала такие сковородки. И подороже брала, и какие только не брала. Там парочку месяцев, и все, и начинаешь ты вот это вот. Все прилипает. В общем, очень-очень неприятно. Было всегда. Все равно деньги тратятся, какие-никакие. И поэтому это, конечно, прям вот выручил меня. Меня вообще не выручает этот интернет-магазин. Поэтому я его и советовать начала. Так бы, конечно, ни за что бы не стала партнером, если бы сама не попробовала продукт. Вот, поэтому, наверное, на этом уже все. Сегодня такой был насыщенный день. Показала продукты, показала рынок. Всем, как всегда, желаю хорошего настроения, счастья, радости. Будьте на позитиве. Конечно же, мирного неба над головой всем. Всех люблю, всех целую, всем.